Ватикане выбрали нового папу римского, Россия начала выплачивать компенсацию и немецкие войска в Польше. И кто забрал победу у Путина? Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самое важное, интересные новости. ЕС готовит новый удар по Кремлю, даже Орбан не поможет. США говорят о единстве в Евросоюзе и параллельно ведут переговоры с Москвой о поставках газа в Европу. Лукашенко снова пытается спрыгнуть, говорит, засиделся. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Белый дым из трубы Сикстинской капеллы. Это означает, что избран новый папа римский. Прогнозы тех, кто говорил, что есть раскол в католической церкви, что кардиналы не знают друг друга и не смогут договориться, и все голосование будет длиться несколько недель, оказались неправы. А публикации в медиа, о которых мы говорили с вами в прошлом выпуске «Ну и новости», о том, что понтифика выберут до вечера четверга, подтвердились. Итак, 267-м по счету понтификом стал Лев XIV. Именно такое имя себе взял американец из Чикаго, бывший миссионер в Перу, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Ему 69 лет, родился он в Чикаго, штат Иллинойс, 10 лет жизни провел в Трухильо, в Перу, работая с бедными. Это сформировало его образ как папы, близкого к простым людям. До смерти папа Франциско занимал ключевой пост в Ватикане, руководил департаментом, который решал, кто станет епископом в любой точке мира. В сентябре 23 года был возведен в сан кардинала лично Франциско. Его считают центристом с прогрессивными нотками, поддерживает мигрантов и уязвимых, но категорически против рукоположения женщин. Первое обращение к миру он начал словами «Мир вам всем». Коротко, ясно и в духе эпохи. Понтификат Льва XIV может стать продолжением курса Франциска, но с американской энергией и южноамериканским опытом. Впереди глобальные вызовы, и именно он теперь будет на них отвечать от имени более чем миллиарда католиков по всему миру. Немецкие войска в Польше. Премьер-министр страны попросил нового немецкого канцлера оставить немецкие войска и системы ПВО «Патриот» в Жешуве как минимум до конца года. Это не просто техника, это вооруженное присутствие Бундесвера у самой линии фронта. Мы здесь говорили о «Патриотах», тех немецких зенитных комплексах «Патриот», которые охраняют узловой аэропорт в Жешуве. И мы вам очень благодарны. Это была быстрая реакция тогда, когда произошли изменения, когда американцы вывели свои комплексы. И я хочу, чтобы все понимали, присутствие войск, инфраструктуры, включая системы ПВО, не только польских, немецких, но и других стран. Это в интересах Украины и всей Европы. Именно поэтому я также предложил канцлеру, чтобы немецкая сторона подумала о продлении присутствия комплексов «Патриот» в Жешуве до конца года. Жешув – ключевой военный узел, через который проходит помощь Украине, и сегодня Польша ясно дает понять, союзники должны быть на месте, пока угроза с востока не исчезнет. Формально ответ Берлина пока не озвучен, но все говорит о том, что немецкие солдаты и «Патриот» останутся. США запускают общий с Украиной инвестиционный фонд. Деньги, недра и военная поддержка на кону. Верховная Рада ратифицировала соглашение, и это не просто бумажка, это стратегическое оружие против путинской агрессии, но уже на экономическом фронте. Фонд займется сразу 3 ключевыми задачами. Он будет привлекать американские деньги и технологии в разработку украинских недр, ресурсы остаются собственностью Украины. Давать США возможность оказывать оборонную поддержку через этот механизм, укреплять антипутинскую коалицию и показывать: Украина и Штаты не просто партнеры, а союзники на годы вперед. Этот фонд – это не просто инвестиции, это сигнал. Украина делает ставку на стратегический альянс США и начинает строить свое послевоенное будущее уже сейчас.
Россия снова показала заботу о ветеранах. На 9 мая им выплатят по 80 тысяч рублей. На фоне других стран, даже стран СНГ, это позор. В Узбекистане и Казахстане ветеранам дают в 10 с лишним раз больше. Даже Молдова и Беларусь платят больше, в 2 и 1,5 раза соответственно. Напомним, в прошлом году в России выдавали вообще по 10 тысяч рублей. Ну а теперь сравните. На всех живых ветеранов Великой Отечественной войны, так называемой, в России, их осталось около 7 тысяч, скромная подачка. На войну в Украине в этом году 13,5 триллионов рублей. Это больше, чем на медицину, образование, социальную политику и экономику вместе взятые. Так кого в России сегодня действительно чтят? Очевидно, не тех, кто сражался в 40-х. Победа в словах, а не в делах. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментарии обязательно, это очень важно под этим видео. И не забудьте подписаться. Но, тем не менее, провести с пафосом парад денег хватило, ведь дорогой друг, самый главный гость на этой вечеринке, должен быть доволен. Си Цзиньпинь, лидер Китая, прибывает в Москву, разговаривает с Путиным, недолго, всего часик, дарит ему чудо техники. А что это? Граммофон. Граммофон? Это подарок? Да, подарок. А кому? Президенту. Какого года? 45-го? 1745 года. Это когда победа была? Да, День Победы. И ведет себя не как гость, но если и не хозяин, то завсегдатай точно. Вот и победу в войне отобрал, а Путин ему даже не перечит. Китай и Россия, будучи основными театрами военных действий во Второй мировой войны, внесли решающий вклад в победу над фашизмом и тем самым заложили краеугольный камень в послевоенном мироустройстве. А вот кто готов укреплять связи с Россией, так это, на удивление, США. Вашингтон на словах верит в антипутинскую коалицию, а в реальности ведет переговоры с Москвой о возобновлении поставок российского газа в Европу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, спецпосланник президента США Стив Уитков и представитель Путина Дмитриев обсуждают возможность, при которой американские инвесторы смогут получить доли в «Газпроме», «Северном потоке» или украинской газотранспортной системе. Также рассматривается вариант, при котором американские компании будут покупать газ у «Газпрома» и передавать его Европе под видом американского топлива. Это происходит на фоне заявления Евросоюза о намерении полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Но ряд стран, включая Венгрию и Словакию, до сих пор закупают его через турецкий поток. И на этом фоне заявление вице-президента США Джей Ди Венса, он говорит, что никакие силы не смогут вбить клин между союзниками. Я по-прежнему твердо убежден, что Соединенные Штаты и Европа находятся в одной команде. И я думаю, что это, знаете, иногда меня критикуют за гиперреализм. Верно, я рассматриваю внешнюю политику исключительно с точки зрения ценностей. Что получит от этого Америка? В то же время он признал, старая политика безопасности уже неадекватна, миру нужна новая стратегическая реальность. ЕС готовит новый удар по Путину, 17-й пакет санкций могут принять уже в мае, и Венгрия, на удивление, молчит. Орбан на этот раз не возражает. Брюссель уже 6 мая презентовал новый список под нож. В нем удар по военной машине РФ, теневому флоту, фигурантам, связанным с химоружием и гибридными атаками Кремля. Впервые за долгое время Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, не включил заднюю, потому что список, как отмечают дипломаты, не задевает интересов Будапешта. Мы должны усилить давление на Россию, чтобы она тоже захотела мира, потому что мы знаем, что Украина уже согласилась на безусловное прекращение огня более 50 дней назад. И мы также должны поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя. Что мы делаем для этого? Мы работаем над 17-м пакетом санкций, который, надеюсь, мы будем готовы принять на следующем Совете по иностранным делам. Недавно мы также обнародовали дорожную карту по отказу от российских энергоресурсов. Санкции могут утвердить уже 20 мая, а анонсировать 9 мая во Львове, когда в Украину приедут главы МИД Евросоюза. И все это на фоне войны под флагом антипутинской коалиции, без обычных возражений от Венгрии. Но, правда, тут есть и ложка дегтя. Все может поменяться. К сожалению, сегодняшняя позиция Венгрии не свидетельствует о том, что они также поступят и по продлению санкций в июле. Это будет уже совсем другая история.
ЕС перевел очередной транш из замороженных денег России. Получается, что Москва, сама того не зная, платит Украине контрибуцию. Европейская комиссия перевела Украине еще 1 миллиард евро макрофинансовой помощи. Не просто так. Деньги поступили как раз 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом, что в Брюсселе назвали символическим моментом. Транш 4 по счету в рамках программы чрезвычайного ускоренного дохода, который был инициирован странами G7. Главный смысл – помогать Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Деньги не берутся из налогов европейцев, они идут из того, что уже принадлежит Москве, но заблокировано в ЕС. Всего ЕС обещает выделить 18,1 миллиард евро, а вся программа G7 рассчитана на приблизительно 45 миллиардов евро поддержки. Украина уже получила от Еврокомиссии 6 миллиардов евро именно по этой схеме с начала 2025 года. Венгрия требует защитить права венгров в Румынии. Победа ультраправого кандидата в первом туре президентских выборов в Румынии встревожила официальный Будапешт. Там уже заявили, будут добиваться жесткой защиты прав этнических венгров в Трансильвании, которых в стране более миллиона. Прежде всего, я думаю, совершенно ясно, что произойдет в Румынии. Если посмотреть на ситуацию, становится очевидно, к чему все идет. Конечно, у человека есть не только настоящее, но и прошлое, и мы об этом знаем. Но если учитывать все, то в интересах страны Венгрия должна занять позицию. Мы дождемся, пока румынские избиратели сами решат, кто станет следующим президентом. Сама партия АУР, кандидат от которой и победил в первом туре выборов в Румынии, известна жесткой антивенгерской риторикой и конфронтацией с этническими меньшинствами в Трансильвании. Глава венгерской партии Хунур Келемен назвал возможную победу Симеона во втором туре трагедией для венгров и угрозой для всей Румынии как государства. Риск дестабилизации растет. Будапешт уже готовится к открытому политическому давлению, а Брюсселю, похоже, предстоит решать новый этнополитический кризис внутри ЕС. Как думаете вы, будет ли война между Венгрией и Румынией? И что вообще тут происходит? Пишите в комментарии, не забывайте это делать. Лукашенко признал, что засиделся, но просит потерпеть. Обещает заботиться о детях. Как вам и обещал, фактически новое поколение приведено к власти. Я немножко задержался, но потерпите, должны же быть и опытные люди. У нас они есть. Молодежь пришла. 50 и больше, она уже не такая молодежь. Тихо, спокойно. Чу-чу-чу, беспилотники не летают. А если летают, по ошибке к нам залетают. Война идет рядом. Мы живем в спокойной, мирной, доброй стране. По его словам, то, что Беларусь остается спокойной, мирной и доброй страной, заслуга властей, которые не допустили дестабилизации. А то, что такие вступили в эту войну с самого начала, это так, детали. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.